Всех приветствую. Записываем очередное обновление обзора криптовалют. Начинаем с биткоина. Как мы видим, пробили желтую линию, после которой данная разметка уже не является актуальной. Что же у нас сейчас происходит? По моему мнению, это растяжение коррекции. Да, конечно, многие сейчас уже переобуваются и считают, что это уже начался рост. Это возможно. Рост, возможно, начался. Но исходя из моего анализа, исходя из моего видения рынка, это все еще коррекция, которая не приведет нас к перебитию хаев пока что. По моему мнению, здесь развивается волна С, здесь была Б, здесь А. Все это в рамках волны Б, после чего направимся вниз. Что это будет? Треугольник или классическая WXY, ABC? Будем смотреть позднее, если мы все-таки пойдем вниз. Почему я все-таки считаю, что здесь коррекция? Потому что если здесь импульс, то получается здесь волна 1, допустим, волна 2, возможно, где-то здесь затесалась. И если это волна 3, то здесь по-любому должен быть рост объемов. Здесь его нет. Даже если мы улетим на хаи, то это ненормальное движение, которое я не буду жалеть, что пропустил. Я торгую по своей стратегии и отклоняться от нее не собираюсь. Я лучше где-нибудь пропущу трейд, чем войду просто на эмоциях. Поэтому пока я вижу на графике коррекцию, я буду торговать ее так, как торгуют коррекцию. Если же здесь увидим большие объемы, резкий рост объемов, это будет подтверждать то, что это здесь прошла третья волна. И я не буду упираться и следовать своей разметке. Я ее поменяю и буду торговать ситуацию, которая будет актуальна на рынке. Сейчас это коррекционное движение. Будет это импульс, трансформируется это в импульс, буду торговать импульс. Что торговать вам? Конечно же, выбор только за вами. Не стоит бездумно повторять просто то, что вы видите. Я бы вам советовал принимать к сведению то, что вы видите на этом канале, но придерживаться только личной вашей стратегии торговли. Если мои догадки это подтверждают, отлично. Если не подтверждают, не стоит менять свою стратегию и торговать так, как вижу это я. Это по любым монетам. Прогноз по биткоину все еще на снижение. Будет это через еще один заброс наверх или сейчас уже вниз пойдем. Это не важно. Важно только то, что если я это вижу на графике, я это торгую. Я не собираюсь торговать ожидания. Теперь смотрим эфириум. По эфириуму также растяжение, но также здесь нет объемов, что говорит это о продолжении коррекции. Здесь вполне может быть 1, 2, 3, 4, 5, но я это буду отторговывать только тогда, когда увижу этому подтверждение на графике, когда график мне это покажет. Прогноз по эфиру все-таки ожидаю снижения. По риплу. По риплу также разволновка не изменилась. По риплу все еще актуально снижение, поэтому также ничего не меняется. Основной тренд движения будет нисходящим. По дэшу. По дэшу мы раньше не добили до расчетной зоны, поэтому здесь максимально адекватное движение, продолжение роста, после чего ожидается коррекция. Пока рынок показывает именно это. По АДе. По АДе мы все-таки пошли выше. Начался рост объемов. Я напоминаю, что я жду также в район вот этих хаев. В район 1.45, 1.5. С каких это уровней будет, пока неизвестно. Кто заходил здесь, естественно, держите. Но не забывайте перетаскивать трейлинг стоп, чтобы хотя бы выйти без убыток, либо получить небольшой плюс, если рынок резко пойдет вниз. Объемы мы здесь получили. Если это пойдет еще выше, это будет вполне адекватное движение, как 1, 2, 3, 4 и дальше 5. Вот здесь это может быть третьей волной, но не факт, потому что индикатор это по-прежнему не подтверждает, но объемы подтверждают. Если вы входили здесь, можете потихоньку стоп передвигать сюда, сюда, в зависимости от своей стратегии. Стрелочку удалю. Если это волна 3, то ее расчетная зона вот на данных уровнях. Но также стоит напомнить, если весь рынок пойдет вниз, велика вероятность, что и здесь цена пойдет вниз. И окажется, что это было всего лишь ABC с дальнейшим нисходящим движением. Дальше Polkadot. По Polkadot никаких глобальных изменений. Пик мы не перебили, поэтому актуально по-прежнему снижение в расчетную зону. И здесь все по-прежнему. По BNB дали прострел наверх, получили повышение объемов. Похожая ситуация, как на АДе. Треугольник здесь уже
в данном виде не актуален. Здесь также возможен вариант с коррекцией, если это трансформируется в ВБЦ, но также есть и вариант формирования импульсной волны, так как здесь есть подтверждение объемов. Если здесь была волна 1, то расчетная зона у нас вот здесь. По-прежнему по всем монетам мы можем резко пойти вниз. По некоторым монетам график показывает именно это, что мы можем пойти резко вниз. По некоторым альткоинам, как, например, BNB, есть рост объемов, есть 1, 2 и развитие в волне 3, поэтому ситуация двоякая до сих пор. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачной торговли и счастливо!